Могу ли я расплатиться кошельком? Теоретически да, но вряд ли кто-то примет мой кошелек в качестве оплаты. Для чего мы используем кошелек? Кошелек мы используем для того, чтобы хранить деньги. Привычные нам деньги – это бумажки или монетки. Как я могу узнать, что это настоящие деньги, а не просто какая-то бумажка, раскрашенная какими-то чернилами? На самом деле никак. Несмотря на то, что на этих бумажках есть какие-то там водяные знаки, есть какие-то блестяшки, я на глаз не в состоянии определить, настоящие это деньги или не настоящие это деньги. Кто выпустил эти бумажные деньги? Эти бумажные деньги выпустил банк. Кроме этого, в своем кошельке я храню карточку. Карточка – это ключик от моего счета в банке. Могу ли я расплатиться карточкой? Теоретически да, но когда я совершаю оплату, я не отдаю свою карту. Карта остается при мне. Я расплачиваюсь не карточкой, я расплачиваюсь при помощи карточки. Карточка – это ключик, который отнимает циферки со счета покупателя и прибавляет циферки на счет продавца. Разные банки производят разные валюты. Банк Америки производит доллары, Банк Европы производит евро, Банк России производит рубли. И если вы открыли долларовый счет, вы не сможете перевести на него рубли. А если вы открыли счет в рублях, вы не сможете перевести на него доллары. Счета крайне ревнивы. В своем кошельке я могу держать карточки со счетов в разных банках. Но я не расплачиваюсь ни кошельком, ни карточками. Я расплачиваюсь циферками на бумажках или циферками со счета в банке. Но все изменилось с появлением блокчейна. По сути, блокчейн биткоина – это банк, который принадлежит пользователям биткоин, и он выпускает биткоин. А блокчейн Ethereum выпускает Ethereum, а блокчейн Космос выпускает Атом. Любой может завести свой счет в блокчейн-банке. Счет в блокчейн-банке называется адрес. И как у любого счета в банке, у каждого адреса есть свой пароль. Он называется сид-фраза или мнемоник. Главное отличие заключается в том, что пароль от вашего счета в банке хранится на вашей карте, и банк имеет доступ к вашему паролю. Плюс заключается в том, что за сохранность пароля несете ответственность не только вы, но и банк. А минус заключается в том, что банк также несет ответственность за сохранность вашего пароля. Значит, что банк в любой момент может изменить пароль или получить доступ к вашему счету. Пароль от вашего адреса, сид-фраза или мнемоник, неизменны, и только вы несете ответственность за сохранность вашего мнемоника. Минус заключается в том, что если вы утеряете свою сид-фразу, то никто вам ее не сможет восстановить. А плюс заключается в том, что только вы имеете доступ к вашему адресу, а значит, только вы являетесь владельцами ваших средств. Вы всегда должны помнить, что ваши деньги в банке – это не ваши деньги, это деньги банка. Если пароль от счета в банке я храню на своей карточке, а карточку я храню в кошельке, то мнемоник от своего адреса я могу хранить на бумажке, а бумажку я могу хранить в кошельке. Или я могу хранить мнемоник в электронном кошельке. Каждая передача средств с адреса на адрес называется транзакцией, и для совершения транзакции мы должны подписать ее своим мнемоником. Чтобы расплатиться, вам не обязательно нужно иметь кошелек. Вы можете хранить деньги или карточку у себя в кармане. Точно так же и в блокчейне. Для того, чтобы совершить транзакцию, вам тоже не обязательно иметь кошелек. Вы можете подписать транзакцию своим мнемоником прямо в командной строке. Изначально для совершения транзакции в блокчейне пользователям приходилось писать: перевести с такого-то адреса на такой-то адрес такую-то сумму. Enter. Программа говорила: а ну-ка, введи-ка мне мнемоник. Пользователь вводил мнемоник, кликал Enter, и транзакция совершалась. Но это было крайне неудобно, потому что каждый раз приходилось вводить от 12 до 24 слов. И тогда на помощь пришли электронные кошельки. Это такие программы, которым вы доверяете свой мнемоник. И программа будет подписывать ваши транзакции за вас. По своей сути, электронный кошелек – это просто удобный пользовательский интерфейс, в котором вы просто вводите необходимую информацию, нажимаете ОК, а программа совершает все действия за вас. Но когда вы доверяете свой мнемоник какой-то программе, вы должны быть уверены, что эта программа не уведет ваш мнемоник и что она не отдаст его создателям программы. Поэтому лучшие электронные кошельки – это кошельки, которые не требуют доверия. Это электронные кошельки с открытым кодом. Те кошельки, чей код находится в открытом доступе, и каждый может его проверить. Если у кошелька открытый код,
Это значит, что создатели полностью уверены в своем продукте. Это значит, что они настолько уверены в своем коде, что они говорят: вот, посмотрите, код открыт. Каждый может посмотреть, как это работает. Попробуй-ка его взломать. Мы настолько уверены в своем коде, что мы не боимся его открыть. Каждый может посмотреть и увидеть, что делает эта программа. Если же у кошелька закрытый код, значит мы не знаем, что эта программа делает с нашим мнемоником. Вполне возможно, она отправляет наш мнемоник к создателям этой программы, и тогда создатели этой программы имеют доступ к вашему адресу. А значит, средства на вашем адресе — это уже не ваши средства, это средства того, кто имеет доступ к вашему адресу. Кошельки с открытым кодом — это кошельки, которые не требуют моего доверия. Мне не надо доверять этому кошельку, я и так знаю, что делает эта программа. А кошельки с закрытым кодом — это кошельки, которые требуют моего доверия. Мне надо доверять этой программе, потому что я не знаю, что творится внутри. И на самом деле в блокчейне слово «доверие» — trust — это ругательное слово, потому что блокчейн — это trustless, это система, которая работает даже если никто никому не доверяет. Один из самых знаменитых электронных кошельков Trust Wallet — это на самом деле очень плохой кошелек, потому что нам необходимо trust этому wallet. Код Trust Wallet закрыт, и когда вы создаете новый адрес, неизвестно, кто еще будет обладать вашим мнемоником. Вместо того, чтобы тратить усилия и энергию на доверие кошелькам с закрытым кодом, пользуйтесь кошельками с открытым кодом. Почти у каждого блокчейна есть кошелек с открытым кодом, в котором полностью уверено все сообщество. Для блокчейна Bitcoin существует отличный кошелек с открытым кодом, который называется Electrum. Он проверен уже годами. Код этого кошелька открыт и полностью доступен любому на GitHub. Для пользователей Ethereum существует великолепный кошелек, который называется MetaMask. И этот кошелек тоже имеет открытый код, и он дает вам доступ не только к блокчейну Ethereum, но также ко всем сторонним блокчейнам, которые являются форками Ethereum, то есть его копиями. А для экосистемы Космос есть несколько отличных кошельков с открытым кодом. Если вы хотите использовать кошелек с открытым кодом на смартфоне, используйте Cosmostation Wallet App. Это приложение проверено десятками программистов. Многие пытались найти хоть какие-то уязвимости, но не нашли. Более того, приложение абсолютно бесплатное, не имеет никакой встроенной рекламы, и мне никто не заплатил за то, что я рассказываю вам об этом приложении. Я пользуюсь этим приложением именно потому, что это приложение, которое создало сообщество для сообщества. Если же вы предпочитаете использовать компьютер, а не смартфон, то тогда воспользуйтесь Keplr Wallet Extension. Это расширение для вашего браузера, которое поможет вам оперировать уже более чем 8 разными блокчейнами из экосистемы Космос. Keplr Wallet тоже имеет открытый код, и каждый может посмотреть этот код на GitHub. Количество блокчейнов, которое поддерживает Keplr Wallet, также постоянно растет. Это также бесплатное приложение без какой-либо рекламы. Оно также создано сообществом для сообщества. При помощи Cosmostation Wallet и Keplr Wallet вы можете не только отправлять и принимать транзакции, но также делегировать свои средства, чтобы получать за них вознаграждение. А если вы стали делегатом, вы не только получаете вознаграждение, но также можете принимать участие в электронной демократии, голосуя за или против внесенных предложений. Вы также можете вносить предложения сами. То есть вы не расплачиваетесь кошельком, вы не делегируете свои средства кошельком, вы не голосуете кошельком. Кошелек — это программа, которая помогает вам оперировать вашим адресом, который находится внутри блокчейна. Вы отправляете средства со своего адреса на другой адрес при помощи кошелька. Вы делегируете свои средства с адреса на адрес при помощи своего кошелька. Вы голосуете со своего адреса при помощи кошелька, но вы не делаете это кошельком. То есть блокчейн, это много-много компьютеров, которые хранят информацию о том, какой адрес какому адресу и сколько передал. И для того, чтобы совершить транзакцию внутри блокчейна, вам надо подписать ее мнемоником. Свой мнемоник вы можете хранить на бумажке, в одном кошельке, в 2 кошельках, в 5 разных кошельках. Просто когда вы вносите свой мнемоник в какой-либо кошелек, этот кошелек дает вам доступ до адреса, который находится в блокчейне.
Блокчейн не хранит ваш мнемоник, только вы ответственны за сохранность вашего мнемоника. Поэтому, если вы передадите ваш мнемоник третьим лицам, то вы можете быть уверены, что третьи лица воспользуются этим для того, чтобы увести ваши средства с адреса на другой адрес. И главное волшебство мнемоника заключается в том, что если только вы контролируете свой мнемоник, только вы контролируете средства на вашем адресе. И вот представьте, вы запоминаете всего 12-24 слова в определенном порядке и можете смело пересекать границу. Вы абсолютно голый, даете паспорт на таможне, вам таможня говорит: а кто будет подоходный налог за бабки платить? А вы говорите: нет у меня никаких бабок. Они говорят: как нету, сейчас обыщем. Ты говоришь: обыскивай. Они обыскивают, а у вас действительно ничего нету. Вы пересекли границу, подходите к ближайшему компу, вводите туда свой мнемоник и получаете доступ ко всем вашим средствам. Поэтому бережно храните свой мнемоник и никогда его никому не раскрывайте. Ни мне, ни службе поддержки, ни генеральному директору, ни президенту Америки, никому. Все это красиво на словах, но на практике это еще краше. Поэтому, чтобы оставаться в курсе последних событий, подписывайтесь на FarkLog. А чтобы чаще видеть меня на своих экранах, ставьте лайк. С вами был Владимир Понимающий. Берегите свой мнемоник и не храните деньги в сберегательной кассе.